Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. Мы уже снимали видео про сборку классического и блочного лука. Если вы эти видео не смотрели, то можете посмотреть их здесь. А сегодня хотелось бы поговорить про настройку лука. Итак, вы купили лук. И решили настроить его в магазине. Вы зададите вопрос, почему настройка лука это так важно? Он же стреляет и из коробки. Так вот, дело в том, что когда мы стреляем из лука, мы аккумулируем энергию рук в лук, передаем ее стреле, и стрела попадает в мишень. Соответственно, все перекосы, как при прицеливании, так и при передаче энергии стреле, помешают нам достичь результата. Стрела полетит не так быстро и не так точно, как хотелось бы нам этого. А если перекосы будут большими, то энергия и вовсе будет работать на разрушение вашего оборудования. Соответственно, при плохо настроенном луке, если вы будете стрелять голой стрелой, то стрела будет вылетать не ровно, а под углом. Соответственно, под таким же углом или под большим углом она будет втыкаться в щит и ломаться. Это я уже не говорю про фибергласовые стрелы, которые при большом запасе энергии будут очень слишком сильно изгибаться, тем самым они просто либо при вылете будут ломаться, либо попадая в щит. Поэтому мы не рекомендуем стрелять фибергласовыми стрелами из блочного лука. Или как другой пример, у вас наклон блока не отрегулирован. Соответственно, при выстреле тетива будет просто слетать с этих блоков. Для примера мы будем использовать блочный лук, так как он больше всего запасает энергии и имеет больше всего настроек. Но принцип везде один, что у классического, что у блочного, что у традиционного лука, поэтому досмотрите это видео до конца. По сути, настройка заключается в том, чтобы подогнать лук под вас, заставить его работать по прямым линиям, и все эти линии загнать в одну точку. Для того, чтобы разобраться в вопросе настройки лука, я позвал специалиста Алексея Артемкина. Привет, Алексей. Здорово. Он работает в нашей мастерской. Все же знают, да, что у нас мастерская по настройке луков. И поэтому давайте помучим его вопросами и будем разбираться, с чего же начинается настройка лука. Изначально мы настраиваем силу натяжения и растяжку под стрелка. Также проверяем тайминги. Так, если наши зрители не знают, что такое тайминг, давай им объясним. Тайминг – это когда оба блока выставлены в положении, изначально задуманные заводом. Далее мы настраиваем вылет. Леш, с чего ты начинаешь настройку? Синхронизация блоков и мы устанавливаем седло. Это нужно для того, чтобы устранить knock travel, чтобы стрела не летела вот так, а летела прямо. То есть ты сначала начинаешь ставить просто седло без полочки? Да. И в каком месте его нужно установить? То есть, примерно есть понимание? Мы прикладываем линейку к отверстию Бергера и, исходя уже из этого, делаем 90 градусов. Все. В каждом луке есть отверстие в середине рукоятки, в которое, собственно, вкручивается полочка. Вот с помощью этого отверстия мы ориентируемся. Седло установили, давайте теперь разберемся, что такое синхронизация. Синхронизация блоков – это когда оба блока одновременно приходят в стопор, и при работе они работают синхронно. То есть нет такого, что один блок во время выстрела будет перетягивать тетиву, от чего будут как раз вертикальные разлеты, или так называемый knock travel. Соответственно, настраиваем синхронизацию мы на специальном лучном прессе, мы сжимаем лук и крутим тросы. До того момента, насколько это все нужно. Еще очень важно синхрон машина, да, которую ты устанавливаешь, соответственно, растягиваешь, смотришь, чтобы все ровненько приходило, чтобы блоки если есть средства, то синхрон машина. Или вы приходите к нам в магазин, у нас есть эта синхрон машина. Если нет, то все это делается руками. Тут очень важно, есть такой момент, никогда не смотрите синхронизацию, натягивая тетиву кулаком. То есть только релизом с петлей, потому что кулаком не показывает точно, это проверено уже. Синхрон машина хорошо, но лук нужно подгонять под человека, правильно? Совершенно верно. Если вы профессионал уже прям, спортсмен, давайте скажем так, высокого уровня, лучше, конечно, синхронизировать лук именно под него. То есть под его упор. Да, потому что у всех упоры разные, у всех техника стрельбы разная. Если вы новичок или что-то там уже подходит к среднему по уровню стрельбы, то синхрон машины отлично поможет в этом, настроить синхронизацию. Но нужно понимать, это будет не прям идеально. Хорошо, да, но это вам позволит пользоваться луком на самых максимальных именно настройки синхрона. То есть понятно, что у вас может упор меняться, да, и может быть, например, появляться рассинхрон, как так и есть у некоторых луков. Но это будет максимально подогнано уже точно все. Нежели этот лук будет просто куплен с витрины и отправлен.
Вот я имею в виду, что это важно, да, что под стрелка мы подгоняем так, что, например, вот он упирается, да, растянулся, ты такой, опа, да, вот здесь нужно там подрегулировать. Там, взял, на пресс поставил, тросы подкрутил. Да. А здесь пока не важно. То есть, если вы не стреляли, то есть не умеете вы стрелять, то есть вам максимально нужно хорошо настроить, что вы и получите. Правильно? Да, да. Вот именно в этом-то задача и заключается. То есть, сколько это стоит у нас? Данная услуга у нас стоит 1500. 1500, что, вот эти 2 троса покрутить, что ли? Ну нет, мы используем синхрон-машину как раз, плюс пресс. И это как бы оправданная цена, плюс время мастера. Хорошо. Это можно сделать как-то в домашних условиях? Или, например, кто-то хочет прийти в магазин и сказать, я хочу сделать синхронизацию, да, и он такие, типа, ну давайте мы вам сделаем. И что, они растягивают лук, вставляют 2 отвертки и делают ему синхрон, да, там, подкручивают тросы, дальше он снова растягивается, прикладывается, они такие, о, да, типа, у вас все хорошо, и беру за это 300 рублей. Ну, я бы не рекомендовал идти в такие места. Если прям совсем нужно это сделать в каких-то полевых условиях или домашних, тогда да. А если вы идете в какой-то магазин, да, который позиционирует себя как с сервисом хорошим, лучше, конечно, идти в магазин, где есть пресс, синхрон-машина, ну и более-менее адекватный мастер, да, который не раз уже это делал. То есть не бояться задавать вопросы лишние этому мастеру, да, чтобы, грубо говоря, вы будете понимать, то есть вы там парочку-троечку вопросов насыпали, мастер такой, ну это вот так вот, короче, делается. Вы такие, странно, да, я вроде смотрел видео, там что-то по-другому. Снова ему вопрос задали, он снова такой, ну это вам не важно. Типа того, надо задуматься, мне кажется, уже об этом. Итак, с Noctravel разобрались, с вертикальным колебанием хвостовика. А что же нам делать с горизонтальным колебанием хвостовика? Ну, в данном случае мы выравниваем блоки на луке изначально, чтобы блоки были в одной плоскости сетевой. Потом начинаем стрелять через бумажку и смотрим, в какую сторону выбывает хвостовик. И исходя из этого мы можем либо наклонять блок с помощью троса, шину, если он присутствует. Ну, то есть йоки такой. Да, йоки, да. Либо мы можем перемещать блок с помощью проставок, с помощью втулок. Это все делается на прессе. Слушай, если в случае, например, что вот ты йоки подкрутил, да, и больше не можешь уже изменить наклон блока, то, соответственно, ты шайбы переставляешь. Да, то есть если пойти дальше, то есть дальше его наклонять, это чревато слетом тетивы или стиранием уже обмотки. Понятно, да. Ну, по времени это занимает от часа до, может быть, 2-3 дней. В связи с тем, что может быть очередь, это первое. Второе, может быть какая-то нестандартная ситуация, там нестандартный лук. Обычно это как происходит в идеале, клиент приносит лук, оставляет его на какое-то время, как готово, мы с ним связываемся и говорим, ваш лук готов. То есть это не бывает вот по щелчку пальца, там за 20 минут, 30 срочно, там любые деньги. То есть с чувством, с толком, с расстановкой должно все делаться, чтобы прийти к какому-то идеалу. Ну и я так понимаю, что ты предварительно тоже как бы оцениваешь работу, то есть ты плюс-минус смотришь, что. Да, куда, но в любом как. случае во время работы какие-то подводные камни появляются. Однозначно. И все это с клиентом обсуждается, почему, например, дольше, чем планировалось. Все это может затянуться. Например, бывает такое, что ты все начинаешь настраивать, да, а, например, там потом невозможно, например, с помощью этой полочки что-то настроить. Ты говоришь, типа, вот. Не, может быть и такое, что клиент принес лук, а ему стрелы не подходят. Ну ты не убей день, ты не можешь как бы ничего сделать. Потому что просто не подходят стрелы. Ну и прочие такие вещи. Часто такое бывает, человек приходит за какой-то простой услугой, например, установить пипсайт. И впоследствии того, когда мы уже начинаем это делать, когда ему объявили, ну там 10-15 минут, сейчас поставим, подгоним, вытекает еще куча проблем, там не та растяжка, не те стрелы и еще миллион проблем. И как бы с клиентом уже разговариваешь и понимаешь, что это уже на месте ты стоит уже других денег и займет гораздо больше времени. И уже ему решать, готов он этим заниматься или нет. Как бы если не готов, то мы просто оставляем то, что есть. Если готов, то мы делаем все, что в наших силах, чтобы справиться с этой проблемой и как-то наладить для него все. Итак, с первой линии мы определились, хвостовик у нас идеально стоит ровно. Теперь со второй линии, линии наконечника. Что мы там регулируем, чтобы у нас эти 2 точки совпадали? Ну так как у нас хвостовик уже летит ровно по линии, нам нужно сделать так, чтобы наконечник тоже был по линии хвостовика. Собственно, стрела вылетала ровно. Для этого мы можем регулировать полку, то есть вверх-вниз, слева-вправо, с помощью пейпер-теста. То есть мы отстреливаем? Да, там мы уже будем видеть, куда идет отклонение, исходя из этого подгонять полку, чтобы добиться идеального вылета.
Ну, то есть, как бы вторая точка, это только полочка, все правильно. Да, Вверх-вниз, вправо-влево. Совершенно верно. Разобрались с вылетом стрелы, и теперь двигаемся дальше. Нужно поставить нам пипсайт. Подскажи, какие у нас особенности есть в установке пипсайта, ну и вообще, как это все Так, ну, пипсайт нужен для того, чтобы целиться через него, совмещать вместе с прицелом, для более точной стрельбы, чтобы не было отлета. Ну, понятно, 3 точки обязательно. Да. Целик, мушка и Ну, мишень. мы вставляем его в тетиву, вот, это первое, что мы делаем. Второе, мы выставляем его под человека. То есть, как это делается? То есть, есть два способа. Первый, он самый, наверное, популярный. То есть, человек растянулся, встал, приложился, закрыл глаза, открывает глаза и смотрит. Уже видно ему пип, не видно. То есть, поправить его вверх, поправить его вниз. Да. То есть, ну, это все сугубо индивидуально. Я, конечно же, так не делаю, потому что у меня огромный опыт по установке и настройке пипсайда. Поэтому я сразу выставляю человека правильно, как он должен стоять базово. И, исходя из этого, уже поправляю пипсайд, выше или ниже. На самом деле пипсайт не так просто установить, потому что нужны специальные сепараторы, нужно лук на пресс поставить. Давай немножечко объясни, как ты это делаешь, ну и, соответственно, какие-то тонкости. Да, совершенно верно. Мы просто вставляем лук в специальный пресс. Ослабляется тетива, да, чтобы не повредить нити. Да, потому что если не использовать пресс, не использовать сепараторы максимально безопасные, можно повредить тетиву, в принципе, как это обычно и бывает. Да, а это, соответственно, замена целого, как правило, комплекта, ну, тетивы как минимум. Да, или поломка лука. Даже поломка лука. Ну, конечно, она рвется и все. Ну, вот так что будьте внимательны по этому вопросу. И всегда обращайте внимание, если вы в какой-то магазин приехали устанавливать пипсайт, то человек должен к этому подходить профессионально. Не просто так взял там, воткнул какую-нибудь отвертку, типа, ну и так пойдет пипсайт поставить. Есть еще такой момент, что пипсайт может перетирать тетивные нити. Как это лечится? Да мы можем просто обвязать эти места ниткой дополнительно, дабы защитить. Потому что если этого не сделать, тетива порвется очень скоро, и пипсайт улетит вперед. Потому что это влияет еще как раз на качество этого же самого пипсайта, да, как он сделан. То есть есть какой-то какие-то китайские. Нет. Только пластик не повредит тетиву. Любой алюминиевый пипсайт со временем перетирает. Не, ну просто канавки, например, у Special Archer или какой-нибудь у Хамски гораздо лучше сделаны, чем у Там бывает такое, что китайского. если тетива... А баллон вот этот ставим, и через там 1000-2 выстрела, все, начинает махриться. У меня был специалити. Так. Если чуть толще тетива была, чем те фаски, все, сразу перетерл. Хамски все время перетирают, вот я со спортсменами общаюсь. Постоянная проблема, у американцев такая же проблема. Это, говорю, лечится только пластиком. Или вот как эти делают, Total Pip. True Pip, да? Нет, и со временем, кстати, любая краска сходит, доходит до железа, и тоже такая же Перетирает, да? ситуация, да, происходит. На самом деле, мне кажется, что даже если будет перетирать, ну, даже с плохим пипсайтом, вот сколько будет, насколько будет хватать тетивы? Полгода, может быть, может год. Ну, это при... Смотря какая ежедневных тетива тренировках. еще, да. Если воском там смазывать, то подольше. С пипсайтом закончили, а теперь давай коснемся установки прицела. То есть, что, шлепнули его на рукоять? Ты знаешь, кого шлепать будешь? Все на самом деле очень просто. Я обычно настраиваю прицел по горизонтали так, чтобы вот я беру лук, смотрю на тетиву, чтобы она проходила в середине рукоятки, и выставляю прицел, ну или пины по этой же линии. По поводу вертикали, ну я примерно уже знаю по своему опыту, куда ставить нужно прицел, чтобы не промахнуться. То есть та настройка, мы не пристреливаем прицел, мы лишь настраиваем его для того, чтобы вы пришли в тир, встали на 12-20 метров, растянулись, выстрелили и попали в мишень. Дальше вот уже, чтобы попадать только в десятку, вы уже сами настраиваете. Это уже микрорегулировка называется. А мы, так скажем, делаем холодную настройку прицела. Почему ты не пристреливаешь лук? Ну, первое, у нас в магазине нету столько места, то есть нету тировой зоны. Хорошо, если бы было. Вот. Если, Ты бы это делал? если была, да, это мог делать любой из наших сотрудников, ну, впрочем, как и я, да? Ну, понятно. Но все люди стреляют по-разному, все люди стоят по-разному. Мне может не подойти растяжка, там, техника стрельбы. И я могу пристрелять, то есть на своем опыте, да, мастера спорта. Вот. У меня будут лететь одни десятки, то есть есть постоянство, техника, опыт. А он возьмет уже лук, клиент, он не попадет или попадет куда-то в другое место. И за это могут потом просто спросить. Вот, поэтому дело в этом. Кстати, и еще очень важно, что когда вы приходите пристреливать лук, что
не заключается, допустим, только в настройке, да, или там только в пристрелке. То есть это две взаимосвязанные части между собой. То есть типа приходите в тир такой, у меня вот есть лук, я хочу пострелять. Вам сразу такие, это нужно настроить, это нужно настроить, это нужно настроить. Или наоборот, вы такие приходите, такой, мне только настроить, да? Вы прикладываетесь, вам говорят, это, ну типа вам нужно вот правильно вот так вот встать. Это, грубо говоря, почти что тренировка получается. Да? То есть поэтому в совокупности настройка плюс тренировка дает в совокупности хороший результат. А если вы что-то хотите по отдельности сделать, то есть это не так будет эффективно. Правильно я понимаю? Да, есть просто тоже вещи, которые может сделать только тренер. Да? И надо идти к нему и с ним работать. Так же, как и настройка прицела, если вы сами не Да-да-да, это знаете. понятно, да. Я почему и говорю, что, например, кто-то приходит и говорит, типа, а вот за что мне нужно деньги платить, да? Ты такой, ну вот мы вам сразу настроим, да, поставим вас там на 12 метров или на 3 метра, да, и будем вам показывать, как вам правильно стрелять. Потому что, да, вот мы вам настроили, но один фиг вы не сможете попадать, потому что одно связано с другим, я еще раз объясняю. И это самый популярный вопрос. Можете пристрелять на лук? Немногие берут за это деньги и делают, собственно, вот. Нет, о чем я и говорю, да, что есть как бы настройка без пристрелки и пристрелка без настройки этого же человека, который будет стрелять, ну, так скажем, это всего лишь пол работы сделано. Поэтому кто-то говорит, что там за 300 рублей? Это за 300 рублей нужно поработать 1,5 часа, грубо говоря, потому что надо все это настроить, да, это даже по-быренькому, так скажем. И еще поработать с человеком, чтобы его правильно поставить его, чтобы была прикладка, чтобы он все там четко правильно делал, хотя бы на начальном этапе. Ну, это как вот ситуация бывает. Человек приходит в магазин, мне нужно пейпер-тест, поставить пепсайд, настроить прицел, пристрелять. И ты ему задаешь вопрос, а вы вообще стреляли? Да, я стрелял уже полгода там. Я говорю, ну покажите, пожалуйста, мастер-класс. А он даже лук не может растянуть, поэтому как из этой же серии. Вы сначала потренируйтесь, постреляйте в свое удовольствие, а потом уже занимайтесь какими-то тонкими настройками и, собственно, совершенствуйтесь. Но не сразу. Нет, грубые настройки ему сразу нужны. Ему сразу нужно Нет, выставлять понятно, растяжку. Сразу ему нужно Я говорю про какие-то вот сделать, да. пейпер-тест, вот это все и прочее. Потому что человек, не умеющий стрелять, у него нет постоянства. Пейпер-тест все время будет разный. И это одна вот из причин, почему... Еще очень важно, когда человек говорит, вот мне нужно настроить, да, приходит, у него какая-то китайская полка за 500 рублей там на Алике купленная. То есть там даже нет смысла вообще вам настраивать ничего. Если у вас такая китайская полка, то, соответственно, мы уже понимаем, какие у вас стрелы. Если мы понимаем, какие у вас стрелы, то есть это уже занятие бесполезное. То есть просто прийти нам нужно, точнее, делать по-другому. Приходите такие, говорите, вот вам 1000, вот вам лук на час, я его сейчас через час заберу. Все, вы оставляете, мы ничего с ними не делаем, забираем вашу 1000 и отдаем вам лук. Потому что это именно так и работает. Если вы хотите нормально это все делать, то, соответственно, покупайте нормальный аксессуар, маломальский, который мы вам подсказываем. Не говорим, что там дороже вашего лука, хотя так оно часто и бывает. И все, и поехали работать. Итак, подведем итоги. Сегодня мы вам рассказали, из чего состоит настройка блочного лука. Это 4 линии. Первое – это хвостовик, чтобы стрела не болталась, максимально ровно летела. Второе – это наконечник, который настраивается с помощью полочки. Третье – это пипсайд, который корректируется под человека. И четвертое – это прицел. Соответственно, чтобы настроить все эти линии, нужно иметь специализированное оборудование. И тогда у вас получится идеальный вылет и идеально настроенный лук. Ну еще, конечно, специалист, который в этом все понимает. Поэтому, надеюсь, наше видео вам было интересно. До новых встреч. Пишите, подписывайтесь, лайки ставьте. Пока, ребят.